В 2019 году обновленная группа Colosseum собралась в составе Крис Фарлоу, Клем Клемсон и Марк Кларк, к которым присоединились Ким Нишикавара, саксофон, Адриан Аскью, клавишный орган и Малкольм Мортимер, ударные. Малкольм Пол Мортимер играл ранее с различными известными исполнителями, к примеру, с группой Gentle Giant, Томом Джонсон, Миком Джаггером, Фрэнки Миллером и многими другими. Ким Нишикавара – это один из лучших канадских саксофонистов, который ранее работал со многими канадскими исполнителями, в том числе с Майклом Бублем с Powder Blues и легендарным Down Child Blues Band. С момента проживания в Великобритании Ким был популярен как блюзовый джазовый саксофонист. Он сотрудничал с Джеком Брюсом, Аланом Прайсом, Беннетом, Мэгги Белл. Вот с такими новыми членами группы Colosseum подготовились, чтобы дать несколько концертов в 2020 году. Но уже в сентябре 2020 года сообщили, что место клавишника займет Ник Стид. Пианист, композитор и продюсер Ник Стид начал играть на клавишных в раннем возрасте, около 7 лет. Примерно к 11 годам Ник уже играл на органе в пабах своих родителей, а к 15 годам присоединился к своей новой блюзовой группе, выступая с местными блюзменами. Больше студийного опыта он получил в таких студиях, как легендарная студия Strawberry Recording в Стокпорте. Далее Ник продолжил играть в разных группах от соула до рока. Ник также добился успеха в своих собственных группах. Ник востребован как клавишник и музыкальный продюсер не только благодаря своему мастерству исполнения в различных стилях, от буги-буги, блюза, рока, фанка до джаз-фьюжена, но и благодаря своему спокойному и уважительному отношению к коллегам. Вот такой обновленный состав группы начал гастроли 29 августа в Гамбурге, а затем продолжил их в Великобритании. 9 июля 2022 года в Лондоне умерла жена Джона Хайсмана, джазовая саксофонистка, флейтистка и композитор Барбара Грейси Томпсон. Еще в 1982 году Хайсман построил рядом со своим домом ультрасовременную на тот момент студию звукозаписи. И сотрудничая с композиторским талантом Барбары Томпсон, он сделал там множество записей саундтреков к фильмам и телевидению. 29 апреля 2022 года группа Colosseum выпускает свой новый альбом на лейбле Repertoire Records. Альбом имел название Restoration – реставрация. В одном из своих выпусков о новинках в моей коллекции винила я уже рассказывал об этом альбоме. Именно в 2022 году, когда российские оккупационные войска напали на Украину, и началась история моего личного знакомства и общения с членами группы Colosseum. В первый день массированных бомбежек украинских городов моя дочь взяла нашу внучку и покинула Украину, чтобы сохранить свою дочь и дать ей возможность провести детство не в бомбоубежище. Сначала она выехала в Польшу, где провела немного более полугода, потом перебралась в Великобританию. И как мы видим по сегодняшним событиям на белорусско-польской границе, это было правильным решением. Несмотря на все эти переезды, моя дочь постоянно работала, чтобы содержать свою семью. Она не жила на какие-либо социальные выплаты. Когда она уже начала снимать в Великобритании свое жилье, у нас появилась возможность навестить нашу дочь и внучку. Для этого нужна была виза. Огромная благодарность властям Великобритании, что они облегчили для украинцев процедуру получения права на въезд в их страну. Я обратился на Фейсбуке к моим друзьям, жителям Великобритании, с просьбой выступить спонсорами, если для них это возможно, для получения нам с женой визы. Свое согласие дали как минимум 10 моих друзей. Среди них был и саксофонист группы Colosseum Ким Нишикавара. Не скрою, это было приятно, но я выбрал не его. Я понимал, что Ким постоянно в разъездах, а спонсору нужно было контактировать с местными властями по некоторым вопросам. К примеру, представитель властей приходил домой к спонсору для проверки наличия необходимых условий проживания, тех, кого они приглашают. Тем не менее, у нас завязалась с Кимом переписка. Потом я был очень приятно удивлен, когда получил по почте от Кима подарок. Последний на тот момент альбом группы Colosseum Restoration. На обложке альбома были автографы каждого члена группы
и пожелание от Кима. Этот альбом стал просто шикарным подарком к моему 60-летию. Альбом Restoration представляет собой сочетание прогрессивного блюз-рока с психоделическим звучанием, которое часто описывается как джазовое вкрапление на блюз-роковой основе. В своих рецензиях на альбом одни музыкальные критики отмечают, что группа сохранила свою фирменную технику и качество исполнения. Другие критики утверждали, что этот альбом слабее предыдущих работ, что он лишен классического звучания Colosseum и пестрит сомнительными музыкальными решениями, такими как, например, женский бэк-вокал от Анны Грейси, дочери Джона Хайсмана и Барбары Томпсон. Некоторые критики посчитали, что альбом слишком опирается на грамотную гитарную партию и утратил богатое инструментальное взаимодействие, характерное для ранних альбомов Colosseum, таких как Valentine Suite. Несмотря на то, что альбом хвалили за сильные выступления таких ветеранов, как Крис Фарлоу и Клем Клемсон, и привлечение новых талантов, альбом таки называли скорее достойным, но не обязательным для коллекционеров. Как бы там ни было, на альбоме есть интересные треки, к примеру, вступительная композиция First in Line с теплым и выразительным вокалом Криса Фарлоу в сопровождении бэк-вокалистки Анны Грейси. Трек с плотным энергичным звучанием и отличным соло. Второй трек Hesitation – это хард-роковая пьеса с тяжелым гитарным звучанием. Эта песня сочетает в себе блюзовые черты начала карьеры группы с современным звучанием. Музыкантами созданы изысканные структуры с прекрасным взаимодействием между инструментами. На треке звучит бэк-вокал приглашенной вокалистки Пейдж Кларк. Далее следует действительно приятная блюзовая роковая баллада Need Somebody, органное соло с ретро-звучанием, хорошая партия гитары и соло саксофона. Исполнению вокальной партии Фарлоу помогает на бэк-вокале опять же Пейдж Кларк. Авторами песни были басист Марк Кларк и приглашенный гитарист и автор песен Рэй Детон. Хороша и красива инструментальная композиция If Only Dreams Were Like This. Если бы только сны были такими. Авторство нового члена группы, клавишника Ника Стида. Эта композиция закрывает первую сторону альбома. Вторую сторону альбома открывает интересный трек – песня ковбоев «A Cowboy's Song», созданный на основе хард-роковых рифов. Этот трек снова был написан двумя авторами, басистом Марком Кларком и приглашенным гитаристом и автором песен Рэем Детоном. Детон также исполнил на этом треке партию на перкуссии. Кстати, Рэй Детон также у меня в друзьях на Фейсбуке. Далее следует трек Innocence, на котором в качестве бэк-вокалистки также помогает Фарлоу, дочь Хайсмана Анна Грейси. Хороша медленная баллада Tonight, в которой Клем и Крис поют вместе. Это самый длинный трек на альбоме. В исполнении партии на клавишных принял участие приглашенный музыкант Ронни Лихи, который имел опыт сотрудничества со многими известными группами. Завершает альбом трек Story of the Blues, также написанный Ником Стидом. Story of the Blues – это энергичная композиция с плотным ритмом, органичным сочетанием партий гитары и органа с изысканными вставками саксофона. Вокал очень теплый и наилучшим образом интерпретирует композицию, что раскрывается благодаря хорошему гитарному соло во второй части. На этом треке добавочную партию гитары сыграл приглашенный Рэй Детон. Еще один момент. Вариант выпуска на виниле содержит 8 песен, а вариант, выпущенный на CD, имеет 10 треков. В общем, альбом Restoration рассматривается как успешная попытка возродить звучание Colosseum с новым поколением музыкантов, представив мощный прогрессивный блюз-роковый альбом, отдающий дань уважения наследию группы и одновременно прокладывающий собственный путь. Безусловно, альбом демонстрирует эволюцию звучания группы. Здесь можно найти интересные идеи и очень насыщенные пассажи. Это очень мелодичный альбом с положительным настроением. Гитарист группы Клем Клемсон рассказывал об этом альбоме. В Restoration мы сочетаем классическое и знаменитое звучание Colosseum в партиях гитары, саксофона, клавишных, баса, барабанов и вокала с широким спектром современных музыкальных стилей, чтобы продемонстрировать эклектический подход к композициям нынешних участников группы, обеспечивая при этом надежную платформу. Каждый музыкант может импровизировать в соответствии с традиционными ценностями Colosseum. Альбом включает в себя широкий спектр взаимодействий, включая джаз, блюз, прог, рок и R&B.